Смогу ли я открыть пасть? Приветствую всех любителей рыбалки в Финляндии. Очередное видео из серии «Вкусная рыбалка» со мной. Я уже на воде, на точке, готов делать первый заброс. Да, и в этом видео я сегодня буду готовить гамбургер. Итак, поехали. Приманка полетела. Волнительная первая проводка. Я встал чуть-чуть подальше от тростника. Забрасываю приманку с открытым крючком. Там тройник один стоит. Потому что ветер, рябь, вот эта волна, мне кажется, щука может чуть-чуть выдвинуться на кромку тростника. Сейчас сделаю где-то штук 8. Сделаю порядка 8 забросов вот так вот сектором. Если ничего не будет вот у кромки, то подтянусь прям к самому тростнику и позабрасываю уже в сам тростник. То есть эту проводку я пытаюсь сделать ближе к дну. Оп, вот там, по-моему, да, ударчик был. Был ударчик. Такой встряска такая. Сейчас посмотрим. Ну, возможно, мелкая щука. Интересно, интересно. Сейчас посмотрю. Если это щука, то возможно где-нибудь должен быть порез. Но вообще это не зацеп был, потому что на руку передался такой удар. Удар передался. Ну, туда, в ту сторону можно позабрасывать. Либо мелкая щука ткнулась. Вот так. То есть на само дно я боюсь опускать, потому что если там тростник или трава какая-то, будет зацеп откровенный, тогда надо будет подтягиваться и там, не знаю, пытаться выдирать приманку. Но даю какое-то время приманке опуститься. Нет, ничего. Ничего. Щука, где ты? Вот. Нет, была поклевка. То есть 2 раза долбанула. То есть сейчас посмотрю, что там на приманке. Было. Было, но прошло. Где следы есть какие-нибудь? Щучьи следы. Щучьи следы. Да, вот порез. Приманка новая. Вот такой, значит, следы от щуки, они как лезвием так подчиркали приманку. Ну, вообще один порезик, то есть это она вообще осторожно тут прихватила. Ну вот еще вот здесь вот еще один порез. Здесь вот. Так, значит, реагирует прям у тростника, но очень осторожно. А вот и первая щука. Ты активная. Прижался к тростнику, поставил офсетник и вот забрасываю сектором. Уже, наверное, заброс 5-й сделал. И получилось как? Она, похоже, стоит в тростнике, но взяла, сколько здесь? Вот метров 10 от кромки тростника. То есть она, я ее не знаю, там взбудоражила, она там преследовала приманку и взяла уже здесь. Так, давай отсыпемся. То есть килограмма на 2 щукастая. Не знаю, не рестилась. Легко снялась, да, еще у нее икра тут. Давай, иди, гуляй. Пошла. Я поставил свою любимую приманку офсетником. То есть было несколько поклевок уже. Тут ее раздолбили. Похоже, придется менять. Ну, хочу ее поменять вот на такую.
То есть это все уже. Значит, единственное, мне не совсем нравится вот здесь. Я хочу сделать поглубже вот этот разрез. У меня есть вот паяльник на батарейках. И этим паяльником сейчас сделаю тут поглубже. Потому что, ну, хотя здесь не, чуть-чуть имеет право на жизнь. Так, прям так аккуратненько там разрезаю. Вот так вот. Чтобы крючок сидел чуть-чуть поглубже. Потому что когда он слишком сверху, все-таки там зацепы, когда продираешься сквозь траву, возможно. Вот. Я этим паяльником, ну, я его покупал, думал, буду в силиконе там заделывать какие-то порезы. Вот. Ну, вот этот порез, его можно, кстати, заделать. Просто по кромке здесь вот так вот разогреваешь аккуратненько. И все, прижал. И он схватится. То есть можно это клеем каким-нибудь делать, но не знаю, клея не напасешься, наверное. Хотя здесь батарейки не напасешься. Все, здесь подразрезал немножко. Поглубже стал. Так, где у меня крючок? И теперь осталось оснастить. То есть так вот уворачиваем. Смотрю, где примерно должен выходить, и аккуратно в этом месте прохожу. Вот так вот. Ну, как-то поглубже чуть-чуть. Вот. Буду забрасывать. Да что такое? Да что такое? Опять подцепилась. Хорошо так подцепилась щука. Да. Переставился. Также поставил приманку с тройником. И забрасываю к линии тростника. Стараюсь провести поближе к дну. То есть опускать боюсь на дно. Я уже это говорил. Потому что может быть трава, и тогда зацепы. Не хочется потом выдирать приманку, подтягиваться, выдирать приманку, время терять. Но поближе к дну в любом случае стараюсь проводить. Еще апрель, то есть конец апреля. Температура воды, ну и холод показывает 6,7. Ну, то есть, грубо говоря, 7 градусов. Вода еще достаточно холодная. Так, зацепил траву. Поэтому щука может быть активной. Это, по крайней мере, предыдущая рыбалка подтвердила, что у нее такой жор прям был. Но опять же, этот жор был, когда было вот так же солнце, но вода совершенно гладкая была. Практически гладкая. И там, да, была такая агония щучья. Она кидалась на приманки. То есть таких осторожных поклевок не было. Как только камеру выключил, на словах буду кидать приманки не зацепляйки, все-таки щука взяла. Но ого, какая маленькая. Я таких малышей. Это щука гигант. Щука гигант. Так, но в любом случае тебя надо отцеплять не руками. Крокодил, можно сказать. Так. Ох ты. Можно сказать, крокодил, иди сюда. Подожди, подожди, сейчас тебя отцепим. О, тут ты взялась. Хорошо зацепилась. Так, вот так все снялись. Иди гуляй. Да, какая малышара.
совсем малышара. Так, поправляю тройник. Не знаю даже. Но опять же, мне кажется, она стояла там на кромке. На кромке. Ну и это рыбой-то нельзя назвать. Рыбой-то нельзя назвать. Такая малышара. Вот так вот кидаю. Кромки. Сейчас. Так, есть. Есть. Что-то уже покрупнее тут шевелится на крючке. Давай, покажись. Хорошая. Давай, покажись. Да, это хороший уже. Рыбеха хорошая. Эх ты, сошла! Хо-хо-хо! Сошла рыба. То есть, причем я даже не ослаблял. Да, супер, спасибо. Хо-хо-хо! Там рыба, наверное, под метр была такая хорошая, видно было. Супер. Так, вы не поверите. Прошло 5 часов с холостой этой поклевки. Тут на лодке по полной ползал. Ну такая. Не крокодил. Ну, хотя бы. Время уже там часов. Сколько? 7 часов. То есть часов 5. Я ползал. Жесть. Это жесть. Трудовая рыбалка. Вы устраиваете мне трудовую рыбалку. Ладно, отключаюсь, отцепляюсь. Так, еще одна щука, похоже, какой-то вечерний жор. Ну, не жор, а вечерняя активность какая-то, потому что вижу, преследуют, бахают приманку. Вот опять. Предыдущая щука, вот я чем и говорю, что не нравятся мне тройники. Если заглатывает, то есть она заглотила там по самые гланды. Активная была. Реально не очень приятно было ее отцеплять. Так, отцепляюсь с тобой тоже. Так, на выход, мадемуазель. Пошла. Трудовая рыбалка. Я замерз уже весь, он вторую куртку одел поверх. Значит, очень много поклевок. Ну как много, трудовая, как бы обрасываешь. Я там несколько заводей на разные стороны и этого водоема, залива обрасывал. Где-то видно, щука не рестится, там вообще ничего не берет на мелководье. Значит, а я обрасываю линию тростника, где есть глубина. Вот здесь глубина, выход на 2,5-3 метра. И видно, бьет аккуратненько, так осторожно бьет, но тяжело взять. И вот сейчас где-то после 6 вижу, какой-то актив такой пошел. Ну, буду ловить, пока ловится. Насчет готовки посмотрю. Если не стемнеет, конечно, хочу есть целый день, уже ничего не ел. Так, я на берегу. Мне кажется, тут минут 40 осталось, пока не стемнеет. Делаю импровизированную кухню. Ножки поднимаю. Вот так. И пошел к лодке. У меня там еще ящик. Я на самом деле думал рыбалка будет с таким же жором, как и предыдущая. То есть я приехал-то на то же самое место. Рассчитывал, что будет все бомбиться. А оказалось нет. То есть такого жора, как сколько тут, 3-4 дня назад его не было. Вот, ладно, готовлю. Так, здесь у меня был, здесь у меня булочки бриош для гамбургера.
выбирать булочки брioche. Это просто очень важно. Это очень важно. Так, дальше поехали. Смотрим, что у меня из продуктов, кроме булочек брioche. Так, бекон. Дальше, собственно, бургерные котлеты. Мне нужна одна. Дальше огурчики порезанные. Супер. Горчица. Так, это у нас сыр, плавленый сыр с чили. Да, с чили остренький. Так, это листья салата. Что у нас еще? Помидорка. Так, помидорка. Отлично. Дальше тут же лук. И тут же чеснок. Все, супер. Первым делом надо обжарить булочки брioche. Наливаем масло. Кидаем на сковородку. Так. Булочка одна готова. Я пока занимаюсь луком. Бургер, понятно, это не финская еда, но какой рыбак не любит хороший бургер. Так, ну я думаю, бекон готов. Значит, перед тем, как его выложить, я намажу горчицей. Так, горчицы немножко. Так, отлично. И теперь беру бекон. Кидаю его сюда. Второй бекончик. Кидаю его сюда. Чесночка. Так. Распределить хорошо чесночок. И сюда сразу же я кину один ломтик плавленого сыра. Бекон горячий. Я надеюсь, это все подрастает. Так, отлично. Значит, а на сковородку мне надо быстренько кинуть бургерную котлету. Бургерную котлету. Так, котлета пошла. Слушайте, у меня уже слюнки текут. Я положил лук. И котлеты уже почти что готовы. Минутки 3-4. Котлету кладу ломтик сыра. Помидорки. Ох, какие вкусные помидорки. И кладу огурчики. Ой-ой-ой-ой-ой. И у меня это уже все. Так. Тут упал помидор. Вот так вот. Вот такой вот получился гамбургер. Что осталось заточить. Я даже не буду говорить, вкусно это или невкусно, потому что это очень вкусно. Поближе. Ой-ой-ой. Я чуть не грохнулся. Смогу ли я открыть пасть? Так. Беру. Ух ты. Это реально очень вкусно. Я обожаю делать первым слоем бекон такой прожаристый с чесночком, и чтобы лук был. Лук дает такую сочность. А уже потом котлету. Считаю, что это блюдо достаточно простое. Если приезжать на отдых в коттедж, то это всегда реально легко приготовить. То есть, причем там можно изгаляться по-разному. Там есть бекон, нет бекона, с чесноком, без чеснока. Главное, булочка брioche. Говяжий фарш в магазинах
Да, в любых продовольственных магазинах Финляндии он продается. Я рекомендую, ну, по крайней мере, я беру фарш где-то 10%. Там упаковка, ну, сколько там есть, 450 грамм. Ее как раз, ну, она такая квадратная получается. На 4 части режется этот фарш, квадратный кубик. И получается 4 квадратных кубика. И это 4 порции. То есть их можно сформировать, какую-нибудь круглую тарелку, просто сформировать, чтобы круглая эта котлета ложкой. И можно также готовить она, то есть по идее, если бы я дома бы делал себе гамбургер, я, наверное, не заморачивался, не покупал бы уже готовые вот эти котлеты, а взял бы просто фарш. На этом у меня все. Классного отдыха в Финляндии и вкусной рыбалки.